Друзья, добро пожаловать на канал «Обнимаю Таня», и это уже 5-й урок базового курса по матрице судьбы. Здесь мы с вами будем разбирать значение каждой энергии. Как вы видите, в октограмме матрицы есть разные точки. Однако, где бы в октограмме не стояла какая-то энергия, то есть число, она сохраняет за собой свои свойства, ведь это типаж. Конечно, у разных точек есть свое значение, но так или иначе какая-то энергия обладает своими свойствами. И в любой зоне немножечко будут видоизменяться эти свойства, но по сути смысл их будет все равно одинаковый, потому что он зависит от самой энергии. А плюсы и минусы энергии зависят от самоощущения человека, от того, как он проживает свою жизнь. Это зона ответственности самого человека. Мы с вами уже знакомились с 5 базовыми точками, вычисляли их в октограмме матрицы по личному квадрату. И как я уже говорила, по этим 5 точкам достаточно много уже можно сказать о человеке. Так давайте же разберемся, что значат эти точки. Точка, где день рождения – это портрет человека, то есть то, каким его видят люди. Это первое впечатление, это особенность личности. Месяц рождения – это высшая способность человека или его так называемый дар от Бога, это большой его талант. Год рождения – это важная жизненная задача в материальном мире. В материальном, потому что это линия Земли, все, что касается материи. Это цель, которую человеку необходимо исполнить к экватору его жизни, то есть к 40 годам. Мы с вами также разбирали периоды в октограмме. И точка года попадает на возраст 40 лет. К этому возрасту человеку необходимо что-то осознать, сделать, достичь по значению энергии, которая стоит в этой точке. Она же касается и кармы физического здоровья. Самая нижняя точка – это важная духовная жизненная задача, то есть это задача на осознание. Это некая проблема или слепая зона, то, что человек не замечает, не понимает и не осознает. Соответственно, это сказывается на его жизни, но не только духовной. И центральная точка обычно характеризуется как характер человека. Я считаю, что это его сущность. Естественные привычные настройки души. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже посчитали свои базовые точки по своей дате рождения. Их значение вы теперь тоже знаете, и давайте будем знакомиться с собой. Разбирать типологии мы с вами будем по названиям старших арканов Таро. Типология 22, она же 02, это карта Дурак. Ключевые слова: свободолюбие, юмор, интуиция, оптимизм, жизнь с чистого листа. Плюсы дурака: интуитивное восприятие мира, наблюдательность, открытость, легкое отношение ко всему, любознательность, ответственность, умение приспосабливаться под меняющиеся условия жизни или обстоятельства. Минусы дурака: чрезмерный материализм. Жизнь ощущается человеком как тяжелая ноша. Безответственность, распущенность, разгульный образ жизни, глупость, инфантильность, неосторожность, необдуманные поступки, зависимости, мании, лишение свободы по глупости, контроль над близкими, ограничение их свободы и желаний, подавление их воли. Задачи для дурака – отбросить все лишнее, ослабить хватку за материальные желания и блага. Доверять собственным ощущениям и озарениям. Быть легким на подъем, но собранным, ответственным, осознанным, осторожным, то есть бдительным. Следующая типология – единичка. Второе – это маг, волшебник. Ключевые слова: единица – это первый. Первый значит лидер, первопроходец, победитель, волшебник. Плюсы мага: уникальность, оригинальность, исследования, эксперименты, незаурядный склад ума, проявление метафизики в материальной жизни, концентрат ценных идей, ясный ум и суперспособность к анализу. Минусы мага: отсутствие веры в себя и свои способности, а также отсутствие интересов,
эгоцентризм, бездушность в своих экспериментах, маниакальность и меркантильность, страх делиться своими идеями, вражда за авторские права. Человеку в жизни дано очень многое, и испортить он может все только сам. Задача для мага – обрести внутренний баланс, поработать с самооценкой и эго, воплощать свои идеи или дарить их другим, если сам не можешь воплотить, потому что, повторюсь, идеи у мага очень ценные. Типология 2 или 2 карта жрицы. Ключевые слова – загадочность, таинственность, чуткость, внимательность и гибкость. Плюсы жрицы – осторожность, неторопливость, изобильный внутренний мир, дипломатичность, нейтральность, интуитивность, работа с Таро просто дар, способность выслушать и сглаживать острые углы. Минусы жрицы – скрытность, лживость, фальшь, манипулирование через третьи руки, то есть серый кардинал, непостоянство, внутренние противоречия, крайности, пассивность, инертность, лень, интриги и сплетни. Задача для жрицы – найти во всем золотую середину и дружить со своим подсознанием. Типология 3. Второе – это карта императрица. Ключевые слова – забота, доброта, щедрость, плодородие, дети, мягкость и комфорт. Плюсы для императрицы – лидерские, управленческие и организаторские способности, авторитетность, успех в земных делах, материальное изобилие, хозяйственность, креативность, красота, харизма, сексуальность. Минусы. Приоритет материальных ценностей над духовными, повышенная требовательность, чрезмерный контроль, истеричность, неспособность к мягкости, эмоциональная нестабильность и лень. Задача для императрицы – перестать командовать, отстать от своих детей и научиться принятию и прощению. В матрице судьбы, как и второй, есть некая особенность в третьем и четвертом аркане, или в третьей и четвертой энергии. Традиционно троечка считается женской энергией, а четверка считается мужской. Достаточно часто можно услышать формулировку, что если вы женщина и у вас есть четвертая энергия, то есть как бы мужская, вам нужно сознательно понижать свои энергии до троечки, то есть свою четверку проецировать как тройку. И то же самое с мужчинами. Когда у мужчины есть тройка, то есть как бы женская энергия, ему якобы нужно вести себя по четверочке. Позже я поясню свое видение данной ситуации, но раз есть такое деление, давайте уточним тройку и четверку для женщин и мужчин. Повторюсь, что императрица, то есть троечка, считается женской энергией. Задачи для женщины – быть женственной, следить за своей красотой, проявлять мягкость, управлять женским делом или бизнесом, а также заниматься домом, детьми, животными, растениями, творчеством. Задача для мужчины – проявлять снисходительность, контролировать свои эмоции, не проявлять жесткость и не истерить, сотрудничать с женщинами, выбрать направление заботы и хозяйства, не быть алчным или альфонсом, брать ответственность на себя за женщин и не лениться. Типология 4 или вторая карта императора. Ключевые слова – решительность, ответственность, лаконичность, дальновидность, воля. Плюсы императора. Лидерские, управленческие и организаторские способности, авторитет, структурность, точность, наведение порядка головой, смекалка, устойчивость, непоколебимость, уверенность, блестящая логичность. Минусы императора. Суетливость и паника, недоверчивость, упрямство, страх ответственности, несобранность, тугодумие, невнимательность, консерватизм, медлительность, гневливость и жестокость. Задача для императора – раскрыться новому, учиться доверять, учиться прощать и учиться признавать свои ошибки. И снова-таки четвертая типология считается мужской энергией. Задачи для мужчины – быть сдержанным, ответственным, решительным, брать на себя ответственность за свою семью и подчиненных, учиться доверять, прощать, принимать, уступать, не засохнуть в своей логичности и строгости и научиться уже слышать свою душу.
Задачи для женщины с четверками: смягчиться, быть более женственной, учиться общаться с женщинами, потому что обычно женщинам с четверками легче и проще общаться с мужчинами. А нужно учиться общаться с себе подобными. Разбавлять логичность и структурность креативом. Учиться отпускать контроль. Не зацикливаться на материальном и научиться доверять себе и мужчинам. Мы с вами рассмотрели тройку и четверку как для женщин, так и для мужчин. Хочу здесь пояснить свое видение данной ситуации, когда говорят, что тройка – это женская энергия, четверка – это мужская. Если у человека есть четверка и это женщина, значит, ей нужна эта четверка. Просто нужно научиться быть чуть более мягкой, потому что вы родились женщиной, девочкой. И то же самое с мужчинами, что мужчине нужна эта тройка, то есть нужны мужчины с тройками, нужны мягкие мужчины. Но вместе с тем, так как он родился мужчиной, ему все-таки нужно прокачивать ответственность, брать ее на себя и в частности за женщин. То есть все на самом деле очень просто. Если в вашей матрице есть тройка или четверка, вне зависимости от вашего пола, вам эта тройка или четверка нужна. Просто в зависимости от пола жизнь демонстрирует нам, что нам нужно сделать, быть более жестким или более мягким. Если бы неведомые нам силы посчитали, что у женщины должна быть тройка, она бы у нее была. Поэтому женщины с четверками нужны. Точно так же, как и нужны мужчины с тройками. Просто женщине с четверкой нужно не забывать, что она женщина, а мужчине с тройками нужно не забывать все-таки, что он мужчина. И мы с вами движемся дальше. Типология 5 или Второ – это карта жрец, иногда написано иерофант. Ключевые значения: соблюдение традиций и законов, семья, дом, порядок, обучение, наставничество, духовное знание. Плюсы жреца: интеллектуальная гибкость, способность быстро адаптироваться к новому, соблюдение порядка во всем, преданность и верность, красноречие, дар убеждения, преподавание, воспитание, умение слушать. Минусы жреца: привычка поучать, критика, неуступчивость, осуждение иного и нового, консерватизм, страх перемен, страх осуждения, когда осуждают самого человека, или гиперконтроль, стремление угождать или быть удобным и правильным, внутренний дискомфорт. Задача для жреца – идти в ногу со временем, потому что при нем всегда что-то меняется. Соответственно, ему важно всегда учиться и в то же время учить, а также поддерживать других. Где есть вера, там всегда есть место сомнению. Именно поэтому ему нужно обретать и укреплять свои знания. То есть не просто веру, а убежденность, которая обретается сознаниями. Типология 6 или Второ карта влюбленные. Ключевые слова: объединение, коммуникация, открытость, чувственность, любвеобильность. Плюсы влюбленных: экстравертность, способность легко находить общий язык со всеми людьми, отзывчивость, любовь ко всему новому, ко всему красивому, яркому, живому, влюбчивость, открытая душа буквально, искренность, доброта, безусловная любовь и принятие, а также самоценность, любовь к самому себе. Минусы влюбленных: растворение в партнере, идеализирование, ведомость, бесхребетность, самообесценивание, зажатость или эгоизм и скандальность, а также капризы, гипероткровенность и доверчивость, зависимость от чужого мнения и сомнения. Задача для шестерки – искать свое удовольствие, учиться делать выбор, при этом слышать свою душу. Типология 7 и Второ карта колесница. Ключевые слова: лидерство, целеустремленность, интеллект, интуиция, скорость. Плюсы колесничего: яркий лидер, воин-победитель, понимание своей цели и стремление к ней. Упорство, настойчивость, скорость мышления и реакций, авторитет, блестящий интеллект, потрясающая смекалка, эстетика, эстетический вкус, чуткий слух и бесстрашие. Минусы колесничего:
Вижу цель, не вижу препятствий, или добьюсь любой ценой. Это не очень правильно. И агрессия. Закостенелость, заторможенность, тугодумие, привычка опаздывать. Либо противоположные свойства – суетливость, перенапряжение или ощущение, что жизнь – это борьба, неумение тормозить. Задача для колесницы – верить в себя, управлять, руководить, искать единомышленников, собирать свою команду, вдохновлять, вести людей за собой, а также быть активным и в движении. Но так как это последний аркан в семерице материи, не стоит забывать о душе, не стоит забывать о духовном своем развитии. И слово «движение» в данном случае подразумевается как движение еще и ума. Шевели своими извилинами. Типология 8, и мы с вами переходим в семерицу души. Это мир, где правят наши чувства, эмоции, ощущения. Типология 8 паладине – это справедливость, здравомыслие, объективность, последовательность в суждениях. Плюсы справедливости – понимание причинно-следственных связей, честность, осознание, что все в жизни справедливо, понимание законов кармы, принятие, прощение, стремление к безусловной любви. Минусы справедливости – вспыльчивость, ранимость, обидчивость, борьба за справедливость, осуждение, разбирательство, суды, упрямство, мстительность. Крайности – поиск причин во внешнем мире, а не в себе. Задача для восьмерки по ладине – понять и принять вселенские законы бытия и мироздания. То есть понять, что справедливости как таковой, как мы это себе представляем, не существует. Но на самом деле в жизни и в мире все справедливо, и ничего не происходит просто так. Артур Уэйт, автор самой популярной колоды Таро в мире, считает, что восьмерка – это все-таки сила. Что такое сила по Уэйту? Это острая чувствительность, это чуткость, страстность, бесстрашие, чистота души, бесконечная вера в себя – это ключевое, и экстрасенсорика. Плюсы – уверенность в своих силах и власти, внутренний стержень, доверие себе и своим чувствам, спокойствие, стойкость, самоконтроль, эмоциональная стабильность, страстность, чувствительность, при этом мягкость, доброта и ласка. Минусы силы по Уэйту – сомнения, тревоги, колебания, любые дисбалансы, бесконтрольные вспышки гнева, эмоциональные качели, недоверчивость, настороженность или, как вы знаете, лучшая защита – это нападение, гиперамбициозность, азарт и даже ярость. Задачи для силы по Уэйту – своей силой духа усмирить инстинкты, рефлексы и свои желания, не запирать бурю эмоций внутри себя, а научиться ею управлять, а также самое главное – поверить в себя. Типология 9 или вторая карта «Отшельник». Ключевые слова – самодостаточность, природная мудрость, глубина и неспешность. Плюсы отшельника – полноценная самодостаточность, комфорт в уединении, интровертность. Выход в социум по необходимости и комфортным для себя способом, умение довольствоваться малым, терпение, самопознание, а также из отшельников всегда отличные учителя и гуру. Минус отшельника – отрешенность от общества, одиночество, чувство непонятости, самокопание, синдром самозванца, эгоцентризм, интеллектуальная гордыня, гиперлогичность, скупость, разные дефициты и дряхлость, безразличие к материальному миру, аскетизм, отказ от удовольствий. Задача для отшельника – постигать глубину, но не закапываться, а также раскрывать целительские способности и быть наставником для других людей. И опираться не только на логику. Типология 10 или второе – это карта колесо фортуны. Ключевые слова – везение, легкость, судьбоносные перемены, сюрпризы, оптимизм. Плюсы колеса фортуны – ощущение защиты свыше, будто наверху человека очень любят. Нет необходимости действовать, достаточно просто сформулировать намерение, и вдруг обстоятельства вокруг вас завертятся сами, и начнут встречаться нужные люди, вы начнете попадать в нужные ситуации и тому подобное.
Считывание знаков, способность не напрягаться, а также доверие Вселенной и отдых. Минусы для колеса фортуны. Человек очень напряжен и этим сам себе усложняет жизнь и создает проблемы. У человека может быть страх остановиться, отдохнуть. Он ожидает каких-то наказаний или невзгод за это. Негативизм, страх перед жизнью, излишний материализм и также зацикленность. Задача для колеса фортуны – научиться расслабляться и доверять высшим силам или Богу, доверять обстоятельствам и менять свой вектор в соответствии с ними. Принять, что если что-то случилось, значит так и нужно было. Случайностей не бывает. Типология 11, и снова мы рассматриваем две версии по Ладине и по Вейту. По Ладине 11 типология – это сила. Ключевые слова: индивидуальность, лидерство, низкий порог болевой чувствительности. Плюсы силы: управление своими эмоциями, мыслями и энергией, повышенная трудоспособность и физическая выносливость, контроль над внутренними страстями и разрушительными эмоциями. Минусы силы: заносчивость, вспыльчивость, дерзость, агрессия и силовое давление, труд на износ, слабость, бессилие, нерешительность, грубость, а также мужественное преодоление проблем, которые человек создал себе сам. Задача для силы по Ладине – овладеть неконтролируемыми эмоциями, не осуждать, говорить тише и мягче, перестать добиваться результата силой. По Вейту 11 типология – это справедливость. Ключевые слова: внутренняя гармония и равновесие, инициатива, здравый смысл, дипломатия, компромиссность и авторитетное мнение. Плюсы справедливости по Вейту: тонкое считывание ситуации, невозмутимость, непредвзятость и решительность, соблюдение порядка, законов материального и духовного миров, оценка происходящего, принятие решения и правосудие, соблюдение принципов и внутренних своих норм, то есть свой моральный кодекс. Минусы справедливости: человек вмешивается туда, куда не следует, осуждает, не может вовремя промолчать, он конфликтует или занимает чью-то сторону, то есть становится необъективным и предвзятым. Борьба с самим собой, повышенная требовательность к себе, а также и к другим, и привычка обвинять, то есть судить людей, или же, напротив, оправдывать там, где не надо, где уже нужно выстраивать свои личные границы. Задача для справедливости по Вейту – прийти к внутреннему равновесию, отвлечься от эмоций и уравновесить любое влияние на себя извне, сохранение внутреннего покоя. Типология 12, и второе – это карта повешенный. Забота, отзывчивость, милосердие, эмпатия и принятие. Плюсы повешенного – это инакомыслие, креатив, необычный оригинальный образ мышления, забота о себе на первом месте, способность отстаивать личные границы, смирение и покорное принятие всех зависших ситуаций в жизни и переосмысление своего образа мышления именно в эти моменты жизненных пауз. Они для этого человеку и даются. Способность потерпеть временные неудобства ради будущих результатов. Минусы повешенного: навязчивость, чрезмерная привязанность к какому-то человеку, самопожертвование, чрезмерная загруженность чужими проблемами при нерешенных своих, обидчивость, ранимость, жалость к себе, неуверенность и уныние. Задача для повешенного – поставить себя и свои потребности уже на первое место по важности и использовать все жизненные паузы для переосмысления своего восприятия и обучения, то есть нужно проводить время с пользой. Типология 13, и второе – это карта смерти. Безвозвратная трансформация, перерождение, эволюция, неотвратимые перемены, новые возможности, мистицизм. Плюсы карты смерти: способность вызывать изменения и перемены просто своим появлением, решительность, смелость, бесстрашие, пронизывающий взгляд, высокая концентрация внимания, действия без промедления и паники,
Очень яркая творческая энергия, преобразование, переделка старого в новое, то есть реставрации, ремонты и тому подобное. И слова этого человека очень глубоко западают людям, таким образом он трансформирует их. Минусы карты смерти. Резкость, агрессия, жестокость, хладнокровие, адреналиновая зависимость, страх перемен, страх будущего, страхи за жизнь, в принципе, боязнь старости и смерти или частые мысли о смерти, отказ отпускать умерших, неумение доводить начатое дело до конца, хлам в голове и на полках, а также лишние люди рядом. Задача для человека с 13-й энергией – проработать страх перед жизнью. Вы уже живете, и это не страшно. Не распыляться на многое, сконцентрироваться на чем-то одном. Научиться расслабляться, доверять жизни и не сопротивляться изменениям. Типология 14 и 2 – это карта умеренность. Аккуратность, скромность, исцеление души, искусство, компромиссы. Плюсы умеренности. Умение искусно чувствовать грань дозволенного, соблюдать золотую середину. Быть в процессе, а не в ожидании результата. Пробовать разное и искать балансы. Это богатый внутренний мир, любовь к искусству, эстетике. Это открытая душа, духовные интересы, умение прощать и поддержать словом, а также снимать напряжение вокруг. Минусы умеренности. Незнание меры буквально. Переедание, пьянство, праздность там, где лучше сэкономить или воздержаться. Любые зависимости, а также распущенность. Обидчивость, ненависть, эмоциональные качели, неосознанные действия. Избыточность или дефициты. Конфликты и конфликтность. Задача для умеренности – найти свой внутренний баланс, гармонию с самим собой, контакт со своей душой, не поддаваться крайним эмоциям, работать с подсознанием и оптимизмом, научиться наслаждаться жизнью, ценить то, что у вас уже есть, и видеть прекрасное. На этом мы с вами выходим из семерицы души и вступаем в семерицу духа. А в семерице духа уже все серьезно, уже все по-взрослому. И здесь человека ждут определенные испытания. Типология 15 – это карта дьявола 2. Ключевые слова. Теневые стороны, слабости, харизма, контроль своих привязанностей и привычек, проницательность и эзотерика. Плюсы дьявола. Он контролирует сам себя и свои привычки. Он имеет возможность освободиться от любых оков и помочь в этом другим. Он проницательный, видит людей насквозь, считывает их истинные мотивы. Харизматичный, юморной, сексуальный, талантливый, очень коммуникабельный и яркий человек. Минусы дьявола. Чрезмерный материализм, меркантильность, зависимости, участие в незаконных темных делишках, коварство, провокации и манипуляции, обман других людей и насилие, злоупотребление кем-то или чем-то, а также жажда денег, власти, славы и успеха. Задача для дьявола – принять свои теневые стороны, просто признать свои слабости и зависимости, начать их контролировать, начать контролировать самого себя самостоятельно, не лезть в нечестные, нечистые истории во что-то незаконное. Искушение и соблазн точно будут, но нужно научиться себя контролировать. Типология 16 и 2 – это карта башня. Ключевые слова – кризис, эгоизм, гордыня, изменение, переосмысление, духовный рост и освобождение. Плюсы башни – уверенность, основательность, добросовестность, отходчивость, внезапное молниеносное осознание, как мы говорим, инсайт, переоценка ценностей, прозрение, профилактика чего-либо, когда человек заблаговременно позаботился наперед о чем-то, то есть чем раньше, тем лучше, и когда человек подстраховался. Минусы башни – тревожность, страх что-то менять, неудовлетворенность, терпение неудобств,
затягивание с решением каких-то материальных вопросов. Например, давно уже нужно было пойти полечить зуб или починить кран, но вот вдруг что-то случилось, и вы уже не успели решить это заблаговременно. Гордыня, консерватизм, так называемая дубовость, когда человек просто непрошибаемый, чрезмерная логичность, жуткая ревность, вспыльчивость, раздражительность и даже рукоприкладство. Задачи для башни: убрать свое эго, духовно расти и развиваться. Все, что некомфортно, не терпеть и не тянуть, сразу исправлять, а лучше заранее. И страховаться. Типология 17 и второй – это карта звезда. Ключевые слова: искренность, надежда, усердные старания, миссия, интуиция, духовный проводник. Плюсы звезды: усердные старания в том, что интересно, монотонный самоотверженный труд с заделом на будущее, интеллектуальная и творческая деятельность, искренность, честность, красота и сексуальность, но при этом легкая отстраненность и холодность, глубокое самопознание, наполнение своего внутреннего мира, очищение, отсутствие эгоизма, проведение духовных знаний в этот материальный мир. Минусы звезды: чрезмерная стеснительность, зажатость, отрицание своих талантов, отсутствие веры и надежды, неуверенность в себе, распыление своей ценной энергии на что-то мелкое, на многое. Тут нужно учиться концентрации на одном. А также минус – это спешка. Гордыня, звездная болезнь, высокомерие, корысть, неспособность к смирению и прощению, цинизм и пессимизм. Задача для звезды – непоколебимо верить в себя, в свое дело, творить. Обязательно очищать мысли, душу и тело, открываться чему-то большому и ценному изнутри себя. Сконцентрироваться на себе, на своих делах, а не на других, и не распыляться. Типология 18 и второй – это карта Луна. Тайная, мистика, притягательность, воображение, иррациональность, интуиция, ясновидение, творчество и искусство, а также сны, особенные сны. Плюсы Луны: способность к визуализации, отличное воображение, видение картинками и артистизм, измененное состояние сознания, способность видеть то, чего как бы нет. Это не всегда плюс. Психотерапия, позитивное мировоззрение, работа с бессознательным, осознание, вещи и сны, тяга к неизведанному, к мистике, к искусству и писательству. Минусы Луны: мнительность, маниакальность, переживания и приступы страха, порой без повода, панические атаки, разыгравшееся воображение, сомнения, отсутствие ясности ума – это ключевое. Страх одиночества, обидчивость, внутренние противоречия, эмоциональные срывы и психозы, наркотическая зависимость или шизофрения, депрессии, отстраненность от людей, непредсказуемость, скрытые мотивы, неискренность, а также материализация негативных мыслей. Задачи для Луны – работа с образом мышления и со своим бессознательным. Нужно вытянуть все свои бессознательные страхи, понять их причины и исправить свое поведение. Необходимо научиться доверять своему чутью, реакциям и рефлексам тела, а не голове. Не пытаться искать всему логичное объяснение. Нужно доверять непонятному и продолжать идти к своей цели. Типология 19 и второй – это карта Солнца. Ключевые слова: оптимизм, открытость, ребячество, дети, слава, богатство, щедрость и успех. Плюсы Солнца: общественная и организаторская деятельность. Больше дел, больше сил. Это яркий, заметный человек. Его признают, возле него как бы греются, как под солнцем. От него заряжаются. Он сам как гигантская батарейка по количеству запаса сил. Широта во всем, любовь к большим просторам, например, к машинам и домам большим, и широта души, то есть щедрость, отзывчивость, самоотверженность в помощи, а также широта взглядов,
Минусы Солнца. Плохое самочувствие из-за незнания, куда деть свои силы. Плохое самочувствие без проявления, без дел и увлечений. Отсутствие креатива или перевозбуждение. Праздность и желание остановиться на достигнутом. Прожигание жизни впустую. Гнев на прошлое, жадность и скупость. Гордыня, заносчивость, зацикленность, обидчивость, корысть, подавление, напряжение, контроль, отсутствие легкости, игривости, настроение в принципе и сильное влияние этим на окружающих. Задача для Солнца – работа со своей психикой, со своим мировоззрением и обязательно настроением, потому что человеку нужен оптимизм. Масштабная деятельность без чрезмерной серьезности, то есть легкость, открытость, оптимизм. Целеустремленность и реализация себя в социуме, но при этом человеку необходимо не зацикливаться на деньгах. Типология 20 и второе – это карта суд. Ключевые слова: семья, сила рода, объединение, подсознание, холод, умершие, сны, прорыв, воскрешение, переход на новый уровень, а также целительство и ясновидение. Плюсы карты суд: оптимизм, дипломатичность, неконфликтность, решительность и очень большая воля. Готовность освободиться от всего, что угнетало, давило и вообще осточертело. Например, когда человек выходит из тяжелых отношений или переезжает куда-то в другое место. А также большой плюс – это способность услышать внутренний зов своих истинных желаний и осознание истинных мотивов своего поведения. Минусы суда: чрезмерный контроль над близкими, давление на них и категоричность, семейные конфликты, осуждение и непринятие своих родителей, неумение прощать, наследственные негативные установки и заболевания. А также минусом суда является закрывание глаз на очевидные критические вещи ради сохранения так называемой стабильности и при этом оттягивание принятия важного решения, а собственно из-за этого сама ситуация усугубляется. По двадцатке абсолютно бессмысленно сопротивляться изменениям в жизни. Будете сопротивляться, будет только больнее. Задача для суда – отпустить своих умерших, заботиться о живых и в первую очередь о себе, пропустить и отпустить обиды на близких, не бояться всего нового и резких перемен в жизни. Какое-то время, конечно, будет дискомфортно, но потом все будет отлично. Если человек этого не сделает, можно загнать себя в могилу во всех смыслах. И последняя типология, 21-я, второе – это карта мир. Ключевые слова: безграничность, миротворчество, чуткость, масштабность, завершение и эзотерика. Плюсы мира: поиск компромиссов, глобальное мышление, стратегическое мышление, выход на международный уровень в своей деятельности. Миролюбие, трудолюбие, формирование собственной системы ценностей, отсутствие идеализации и принятие всего таким, какое оно есть, уверенность в себе и в своем успехе, удовлетворенность своей деятельностью и наслаждение невероятными результатами. Верность себе. Человек вдохновляет других вплотную заниматься собой, в частности, своей осознанностью. Минусы для мира: нетерпимость, конфликтность, разворачивание любых действий, которые могут навредить миру в значении спокойствию и миру в значении планете. Все получилось, но могло бы быть и лучше. То есть человек постоянно недоволен собой и придирается к тому, что и как он делает. Впоследствии, конечно, он может переделывать свои труды, делать работу над ошибками, и это, конечно, тоже плюс. Но если так происходит постоянно, это уже минус. Цель достигнута, но вместо наполненности человек ощущает внутреннюю пустоту, опустошенность и временное отсутствие перспективы. На самом деле ничто не является концом. И задача для мира – понять, что в мире есть место для каждого.
научиться терпению, увидеть людей и мир таким, какой он есть, и принять его, просто признать, а также двигаться к своей цели без страхов и сомнений, очень спокойно и в своем ритме, не бояться ошибок и в случае чего просто исправлять их. Друзья, мы с вами разобрали 22 типологии, на которых строится матрица судьбы. В разных точках или зонах все эти энергии будут сохранять за собой свои свойства, но все это в рамках какой-то определенной темы, например, в теме отношений, или в теме финансов, или в теме талантов и так далее. Если вы не хотите переписывать от руки все значения всех арканов, вы можете получить методичку по этому курсу. Притом, по энергиям описание будет еще более подробное, чем в этом видео. А также будет вся прочая информация из этого курса. И все это в закрытом телеграм-канале, куда я вас и приглашаю. А в следующем видео мы с вами разберемся с зонами в октограмме матрицы.